Здравствуйте, друзья! Природа создала мужчину добытчиком и защитником, а женщину хранительницей семейного очага. Однако в современном мире появляется все больше аномалий в отношениях. Многие мужчины без зазрения совести пользуются средствами своих женщин, а то и вовсе садятся им на шею. Понятие «альфонс» противоречит законам природы, ведь именно так называют мужчину, который живет за счет своей спутницы. Для того, чтобы попасть под влияние альфонса, не обязательно быть очень успешной и богатой. Этот тип мужчин предпочитают женщин со стабильным заработком, которых можно уговорить на кредит и другие финансовые авантюры. Чтобы не стать его жертвой, нужно знать правила его поведения и признаки, помогающие определить или вычислить подобного субъекта, и знать, как от него избавиться без потерь. Это не такая уж сложная задача, если при этом мыслить трезво и контролировать свои чувства. Рассмотрим основные признаки альфонса. Первое. Такой мужчина всегда старается выглядеть безупречно. Как правило, это деловой костюм, дорогой парфюм и стильная прическа. Подобный красавчик станет вначале одаривать свою избранницу шикарными букетами и милыми подарками, которые, к слову, уже внесены в будущие расходы жертв. А затем постарается своими словами и поступками вызвать у дамы постоянное чувство вины. Например, тем, что обратил на нее внимание, хотя в принципе она недостойна этого. В состоянии чувства вины женщина будет вынуждена компенсировать свою недостойность финансами. Второе. Альфонсам всегда присуще тактичное поведение. Альфонс не станет вести себя как неотесанный грубиян. Он также не будет упрекать или поучать женщину. Альфонс говорит только то, что она хочет слышать, создавая у дамы иллюзию счастья и любви. Он незаметно становится для нее родственной душой, лучшим другом, мужчиной, которого она искала всю свою жизнь. Сладкий мир грез поглощает женщину целиком. Пелена спадает с глаз слишком поздно, когда кавалер уже осыпан дорогими подарками и озолочен с ног до головы. Третье. Он всегда проявляет активный интерес к материальному положению женщины. Например, как бы невзначай расспрашивает, насколько его собеседница материально благополучна, есть ли у нее жилплощадь и на кого эта жилплощадь оформлена. Может в разговорах даже устроить некий спор, чтобы увидеть в процессе этого спора, насколько женщина уступчива и то, как быстро можно ее склонить к своей теме. Затем, совсем скоро, этот тип предложит совместное проживание не на своей территории, а на территории дамы. Запомните, мужчина должен быть добытчиком. Поэтому, если ваш партнер не стремится обеспечивать свою женщину в мелких, даже бытовых вопросах при встречах или свиданиях и не проявляет себя как добытчик, то перед вами типичный альфонс. Четвертое. Он отказывается рассказывать о себе. Если кавалер неохотно делится информацией о своей работе, семье и прошлом, но при этом активно расспрашивает о женщине, то, скорее всего, перед вами брачный аферист. Типичный альфонс имеет для своих жертв отдельные номера. Он на связи только тогда, когда это ему удобно, а в другое время он вне зоны доступа. Случается, что кавалер и вовсе отказывается давать свои контакты. Вывод из этого один – он что-то скрывает, и такого мужчину следует опасаться. Альфонс не обязательно ставит цель жениться на богатой женщине. Часто такой ухажер просто обворовывает дамочку втихаря. В таких случаях он избегает совместных фото, боится показаться женщиной в людных местах, не вводит возлюбленную в свой круг общения. Ему не нужна огласка. Пятое. Все материальные растраты ложатся на женские плечи. Обратите особое внимание на поведение мужчины. Если во время первых свиданий тот щедро расплачивался в ресторанах, демонстрируя свою состоятельность, но затем все чаще под всякими предлогами вынуждает вас платить, будьте осторожны. К примеру, демонстрируя кредитную карту, альфонс станет водить свою даму по тем местам, где расплачиваться нужно только наличными, которых у него не оказалось, вынуждая тем самым свою спутницу расплачиваться. При этом обязательно станет сокрушаться, мол, это не по-мужски, показывая, как ему неловко и стыдно, что женщина, которую он пригласил, увидела его в такой ситуации. Так, различными отговорками и разыгранным спектаклем этот самец затрагивает врожденное женское чувство жалости, побуждающее ее избавляться от своих кровно заработанных в его пользу. К тому же, это так ловко им преподносится, что женщина постоянно сама просит у него разрешения и возможность купить, оплатить, накормить или даже что-то заложить из своих вещей, чтобы сделать приятное своему манипулятору. Шестое.
Он назойливо просит пригласить его в гости. Если женщина не приглашает кавалера к себе домой, то нормальный мужчина не будет ей об этом напоминать. Конечно, намекнуть может, но, поняв, что девушка еще не готова, бросит такие попытки. С Альфонсом дело обстоит иначе. Попасть в жилище женщины для него стратегическая задача. Ведь таким образом можно оценить, насколько богатый у нее дом и насколько роскошно она живет. Поэтому глупо водить малознакомых мужчин домой, к тому же по их инициативе. Есть большой риск нарваться на банального мелкого воришку, которого интересует только разовая выгода, но отнюдь не серьезные отношения или брак. 7. Он отказывается показывать своих родственников. Он будет всячески избегать знакомить свою жертву со своими родными, родителями или родственниками. В разговоре о родственниках может делиться как бы интимными моментами своей жизни. К примеру, рассказывая, как мама его наказывала, как с отцом ездил на рыбалку, но при этом постарается не уточнять деталей. Не скажет ни год, ни дату, ни место жительства родственников и их работу. Также постарается найти различные отговорки, чтобы не показывать фотографии своих близких, рассказывая байки, что их украли или он их потерял. 8. Им присуща демонстрация резких перемен в финансовых делах. Из успешного и преуспевающего неожиданно становится банкротом. Чтобы заманивать своих жертв, эти мачо могут выдавать себя за преуспевающих бизнесменов. За несколько свиданий постараются эмоционально расположить к себе даму. Так как четко знают, когда женщина эмоционально расположена, ее левое полушарие мозга, где логика и разум, в некоторой степени засыпает. Поэтому дама считает себя обязанной помочь ее временно нуждающемуся мужчине. Добившись расположения, начнет разводить жертву, трагично рассказывая о своих временных трудностях в бизнесе и прося помощи деньгами. Запомните, преуспевающий мужчина, даже столкнувшись с трудностями, не станет просить материальной помощи у малознакомой женщины, так как для этого у него есть друзья. Так поступают только альфонсы, и это один из явных признаков, помогающих их распознать. Женщины сами часто становятся виновницами того, что связали свою жизнь с альфонсом. Не позволяйте никому влиять на вас, заставляя делать неустраивающие вас вещи. Учитесь слушать своего кавалера и видеть его действия, делая контрольные проверки, чтобы убедиться в его заботе о вас. Не поддавайтесь на чувство вины по поводу подобной осторожности и проверки. Запомните, настоящему мужчине нечего скрывать. Распознать альфонса в жизни, как видите, возможно. Нужно только время снять свои розовые очки, чтобы ничто не мешало глазам видеть все особенности мужчины, с которым вы имеете дело. Вот и все, друзья. Надеюсь, что перечисленные подсказки помогут вам избежать неприятных и затратных отношений с недостойными мужчинами. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всего всем доброго!